Тест представляет собой преодоление изнурительной полосы препятствий, одной из самых сложных в мире. Каждый, кто стремится стать офицером, должен пройти через это испытание. Основное правило Венгейского института при подготовке к прохождению теста – не говорить, а делать. Каждый военнослужащий должен иметь хорошую физическую подготовку, в особенности боец. Очень важно иметь отличную сердечно-сосудистую систему, потому что каждую неделю солдаты проходят через новое, более сложное тестирование, которое заканчивается самым тяжелым тестом. Военнослужащий обязан пройти через все эти этапы тестирования. В противном случае ему придется начинать все сначала. The entire basic fitness test must be completed in under 28 minutes. In military circles, the Israeli officer's fitness test is one, if not the, most difficult course in the одним world. из самых сложных, если не самым сложным в мире. הוא נפל מגובה של 6 מטר. לא בעט אותה בכלל, עלית על כיפה. ביתה! נו! עברת טוב. קדימה שטרית! אל תתאפס! קדימה עם הרגליים ככה! לא לוותר, חזק! עד הסוף. In one of the toughest stages of the test, the soldier must carry an additional 40 pounds of equipment while running a distance of 5 kilometers. He is then tested for his shooting skills. The soldier has 1 minute to catch his breath, lower his heart rate, and hit at least 4 of 6 targets. For those who fail, те, кто they не must выдержал wait это for another испытание, day должны and ждать another chance следующего to дня be и an другой officer. возможности стать The few who офицером. pass А те join one of немногие, кто Israel's most успешно выдержит exclusive этот clubs, экзамен, входят в the состав IDF's одного most из courageous, самых celebrated, элитарных and клубов capable Израиля, warriors. самых мужественных, прославленных и одаренных воинов армии обороны Израиля. This naval graduation Церемония ceremony выпуска is filled офицеров with пропитана tradition and гордостью и pride. традициями. Each young officer Каждый knows молодой he is a офицер member знает, of что one он of the является world's членом finest одной из самых armies, прекрасных an армий army мира. dedicated to Армия, defending and основным preserving the назначением state of которой является Israel. защита и сохранение израильского государства. The old Из fortress at старой Latrun looks крепости в over the Латруне valley of открывается Ayala. прекрасный Here вид на Joshua долину defeated the Amorites. Аялон. It is also here В that the районе этой IDF fought крепости its армия first обороны bitter Израиля armored battle впервые over приняла the участие в fortress. танковом сражении. Today it is a commemorative Сегодня home здесь for the fallen. расположился мемориальный музей Here павших stand weapons бойцов. of war that threatened the existence of the state of Среди Israel экспонатов time and музея оружие, again, использовавшееся and в those which войне и helped preserve угрожавшее its существованию survival. израильского A государства wall of тогда и names, теперь, а также вооружение, 4,706 которое in могло all, защитить и serves спасти as a его. memorial to the fighters Стена, на of the которой Armored выбито Corps. 4706 имен, From служит the памятником five-nation Arab invasion of 1948 to the frequent корпуса. attempts by terrorists to seize hostages along Все это Israel's время, northern начиная с frontier, арабо-израильской the войны men and women of the 1948 IDF года have fought, и кончая survived, and triumphed. участившимися попытками The real террористов strength захватить coming from the заложников, fact that the на всей Israeli army протяженности is северной truly a границы people's Израиля army. мужчины и женщины, служащие в армии обороны Израиля, сражались, выживали и побеждали. Истинная сила израильской армии заключается в том, что она является Women have been по-настоящему involved in the народной армией. defense of the Jewish homeland. С самого начала Since the борьбы за very beginning of the независимость на военную struggle for службу в independence. израильскую армию стали привлекать женщин. They served as radio служили operators, радистами, messengers, intelligence вестовыми, officers, and even разведчиками и даже explosive взрывниками. experts. Although not involved directly Хотя in женщины combat duty, непосредственно не участвуют в боевых female операциях, они instructors are an представляют собой important secret weapon in the важное IDF. секретное оружие армии обороны Израиля.
Сегодня женщины служат в качестве инструкторов по парашютным прыжкам, радистов, инструкторов по обращению с оружием и даже командиров пехотных взводов. Я горжусь тем, что служу своей стране и отдаю самой лучшей военной службе. С другой стороны, какие выгоды я имею, что я получаю от службы. Очень многое мне нравится служить, это развивает меня, это дает мне возможность видеть и работать с вещами и людьми, с которыми в будущем мне, возможно, никогда не придется иметь дело. У армии обороны Израиля есть эффективная и ценная система гражданской обороны, в которой мужчины-резервисты состоят на службе до достижения ими 50-летнего возраста. Здесь бытует поговорка: в Израиле нет гражданских лиц, за исключением солдат, которые находятся в 10-месячном возрасте. Бытует мнение, что в израильской армии женщины служат наравне с мужчинами. В Израиле они меньше имеют, чем в США, задействованы в боевых действиях. Но их роль в армии велика, так как они превосходно выполняют работу инструкторов. В школах вы можете встретить женщин-инструкторов во всех областях. Снайперов, специалистов по борьбе с танками, саперов, женщины занимают очень ответственные посты в разведке. Ну и, конечно, они служат в штабах. Вы знаете, что наша армия имеет ограниченный состав. You know that our army is limited, and our manpower source. Ограничено также и количество мужчин призывного возраста. All the jobs that can be done by women. Поэтому женщины выполняют всю ту работу, где нет нужды вступать в бой. И израильская армия, возможно, одна из немногих, если не единственная, действительно народная армия. Каждый человек проходит через армию, и каждый знает, что армия формируется из народа и действует в его интересах. По-моему, это чувство появляется и на дорогах, где люди подводят солдат, и в пирогах, которые матери пекут солдат, и во всем, что мы делаем. Это наша жизнь. Родители гордятся, что их сын служит в израильской армии. Хотя они понимают всю опасность, которую несет эта служба. Но они сами воспитывают детей служить Родине, когда будут призваны в армию. Мне нравится армия. По-моему, израильская армия очень сильно отличается от армии других стран. Во-первых, это человечная армия. Я понимаю, странно называть армию человечной, но мы очень стараемся быть таковой, выделяем этому особое внимание. Ну, а во-вторых, мы, конечно, хотим быть профессионалами. Однажды мы уже прошли через все это 22 года назад. Тогда я в течение 15 лет служил в боевых соединениях регулярной армии, затем резервистом. А когда мой возраст уже не позволял мне быть солдатом, командиром регулярной армии, я стал психологом в том же соединении. 5 лет службы в особом подразделении доставили мне удовольствие больше, чем любой другой период моей жизни. Во-первых, я непосредственно работал на благо страны. Во-вторых, когда вам 21 или 22 года, вы уже лейтенант, на вас возлагаются очень ответственные задачи. Все молоды, офицеры всего на год-два старше солдат. Старший офицерский состав, в особенности в войсках особого назначения, уже старики, когда им 30 лет.
Таким образом, вы имеете дело с молодыми парнями, на которых лежит огромная ответственность. Молодые люди, идущие служить в боевые соединения и войска особого назначения, знают, чем придется заниматься. Знают, будет нелегко, но идут служить. И таких гораздо больше, чем в наше время. И это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Мне кажется, это поколение лучше нашего. Продюсер, автор сценария Раша Драхкович. Композитор Джерри Грант. Фильм снят Discovery Channel при содействии 44 Blue Productions. הוא נפל מגובה של 6 מטר. לא בעט אותה בכלל, עלית על כיפה. בעיטה! נו! עברת טוב. קדימה שטרית! אל תתאפס! קדימה עם הרגליים ככה! לא לוותר, חזק! עד הסוף. In one of the toughest stages of the test, the soldier must carry an additional 40 pounds of equipment while running a distance of 5 kilometers. He is then tested for his shooting skills. The soldier has 1 minute to catch his breath, lower his heart rate, and hit at least 4 of 6 targets. For those who fail, те, кто they не must выдержал wait это for another испытание, day должны and ждать another следующего chance to дня be и an другой officer. возможности стать The few who офицером. pass А те join one of немногие, кто Israel's most успешно выдержит exclusive этот clubs, экзамен, входят в the состав IDF's одного most из courageous, самых celebrated, элитарных and клубов capable Израиля, warriors. самых мужественных, прославленных и одаренных воинов армии обороны Израиля. This naval graduation Церемония ceremony is выпуска filled офицеров with пропитана tradition and гордостью и pride. традициями. Each young officer Каждый knows молодой he is a офицер member знает, of что one он of the является world's членом одной из finest самых armies, прекрасных an армий army мира. dedicated to Армия, defending and основным preserving the назначением state of которой Israel. является защита и сохранение израильского государства. Из старой крепости в Латруне открывается прекрасный вид на долину Аялон. В районе этой крепости армия обороны Израиля впервые приняла участие в танковом сражении. Сегодня здесь расположился мемориальный музей павших бойцов. Среди экспонатов музея оружия, использовавшееся в войне и угрожавшее существованию израильского государства тогда и теперь, а также вооружение, которое могло защитить и спасти его. Стена, на которой выбито 4706 имен, From the служит five-nation Arab invasion of бойцам 1948 to the бронетанкового frequent корпуса. attempts by terrorists to seize hostages along Все это Israel's время, northern начиная с frontier, арабо-израильской the войны men and women of the 1948 IDF года have fought, и кончая survived, and triumphed. участившимися попытками The real террористов strength захватить coming from the заложников, fact that the на всей Israeli army протяженности is северной truly a границы people's Израиля army. мужчины и женщины, служащие в армии обороны Израиля, сражались, выживали и побеждали. Истинная сила израильской армии заключается в том, что она является Women have been по-настоящему involved in the народной. defense of the Jewish homeland. С самого начала Since the борьбы за very beginning of независимость the на военную struggle for службу в independence. израильскую армию стали привлекать женщин.
They served as radio operators, messengers, intelligence officers, and even explosive experts. Although not involved directly in combat duty, female instructors are an important secret weapon in the IDF. Today they are parachute jump instructors, radar operators, weapons instructors, and even infantry platoon commanders. I'm proud to serve my country, so give the best I can from my military service, and the other aspect is my benefit, what I get from this service, which it gives me a lot. I enjoy doing it, and it develops me, and it gives me the chance, the opportunity to see and work with things and people which I won't have in my future, probably. The IDF truly has an effective and valuable civil defense system, with male reserves serving until their 55th birthday. There is a saying in Israel that translates, there are no civilians in Israel, just soldiers on leave 10 months of the year. There is an impression that in Israel the women serve like men. In Israel they serve less in combat units than in the United States. But they have a very important role in their service. The test takes place over a grueling obstacle course, one of the most demanding in the world. Anyone striving to become an officer has to pass it. In training for the test, the rule at Wingate is simple. No speaking, just doing. Every soldier must be with a good fitness, especially the fighter. Каждый военнослужащий должен иметь хорошую физическую подготовку, в особенности боец. Очень важно иметь отличную сердечно-сосудистую систему, потому что каждую неделю солдаты проходят через новое, более сложное тестирование, которое заканчивается самым тяжелым тестом. Военнослужащий обязан пройти через все эти этапы тестирования. В противном случае ему придется начинать все сначала. The entire basic fitness test must be completed in under 28 minutes. In military circles, the Israeli officer's fitness test is one, if not the, most difficult course in the world. Является одним из самых сложных, если не самым сложным в мире.